У меня родилась идея, казалось бы, очевидные вещи начать рассказывать. Ну, какие-то основы юридической грамотности, которые, возможно, для вас не очевидны. Ну, давайте я их проговорю с примерами. И буду делать это не столько в порядке следования каких-то законов, сколько в порядке, как мне кажется, важности для вашего личного использования. Глубоко убежден, что Конституция как закон прямого действия, который, кстати говоря, постулирует верховенство международных правовых актов, ну, от этого Россия уже отошла и все дальше и дальше будет отходить от Конституции, от ее прямого действия, отягощая Конституцию и всякие законы какими-то подзаконными актами, чтобы было сложнее разобраться обычным гражданам и, соответственно, легче было нарушать эти законы. Но пока некоторые статьи Конституции, некоторые, не все, еще действуют. И поэтому давайте о них поговорим. Подпишитесь сейчас, чтобы вы увидели все мои выпуски про Конституцию, про законы, кодексы. Может быть, что-то для себя найдете, может быть, просто я вам повторю то, что вы уже знаете, и лучше на моих примерах узнаете о правоприменении. Первая статья, о которой хочу поговорить, пока вы пишете комментарии, о чем еще нужно поговорить, кроме Конституции. Статья 51. Все слышали об этой статье. Читаю. Пункт 1. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Уже здесь. Федеральным, то есть уже здесь нужно к закону обращаться. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. То есть, какие мы делаем выводы? Первое. Есть обязанность давать свидетельские показания, но не против себя и супруга и близких родственников. Читаем, кто такие близкие родственники. Так, УПК РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем кодексе. Ищем. То есть понятно, что обязанность сдавать это уже имеет соотношение к Уголовно-процессуальному кодексу. Близкие родственники. Сейчас найдем. Супруг. Значит, сейчас я попадаю. Да. Подпункт 4. Близкий родственник. Это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Ну, кроме супруг и супруга, все остальные это условно и усыновленных, все остальные это кровные родственники. Ну, то есть, вот вам конкретный пример. Я, кстати, чтобы вы не думали, что я только вам по ушам езжу. Больше всего воздействию моему подвергалась моя семья, вот те самые близкие родственники, в частности, дочка. Я ей рассказывал с детства, чуть ли не с того момента, как она начала понимать человеческую речь, как защищать свои интересы. И вот представьте, я ей рассказал это все еще до школы. Где-то в 1 или во 2 классе. В классе классная руководительница во время занятий поднимает учеников и просит рассказать им о своей семье. Ну, то есть дети там, не знаю,
1-2 класс, то есть 6, 7, 8 лет максимум. Вот поднимается моя дочка, и вместо рассказа, что мой папа такой-то, мой мама такой-то, говорит следующее. Пользуясь 51 статьей Конституции, отказываюсь давать показания против своих близких родственников. Вот это я понял, что я прирожденный наставник, гуру, и все правильно сделал в жизни. Учительница настолько офигела, настолько оказалась, все же рассказывают, а тут дочка вот заученные фразы говорит, что она отказывается давать показания. В общем, дочке поставили 5, и она ничего не рассказала. Вот это я понимаю, вот триумф мой был какой, что я рассказал ребенку самое важное. Ну ладно. Что касается давать показания против себя и своих близких родственников. Самый простой пример. Полицейские забирают у вас телефон, а я вам много-много раз повторял и еще раз повторю, на вашем телефоне защитой должен быть только пин-код или хуже, с моей точки зрения, графический паттерн. Вот то, что вы там пальчиком какую-то фигуру проводите. Почему хуже? Потому что пин-код можно очень быстро набрать, буквально там за доли секунд, если до автоматизма довести. А вот что касается графического паттерна, то все-таки вам придется поводить пальчиком. Это раз. А во-вторых, по следам на телефоне, вот когда вы там часто вводите, жирные отпечатки или еще что-то остаются, если часто его вводить, можно как-то заметить. Ну и пин-код тоже, но в меньшей степени. Просто если фигуру, допустим, звездочку рисуете, то вряд ли же вы в обычной жизни рисуете звездочку на экране, а циферки вы можете набирать и не связаны с пин-кодом. Поэтому мой выбор это пин-код. Что я понял? Любые сведения, которые вы не хотите говорить, вы можете считать свидетельствованием против себя. Это обязанность полицейского доказать вам, именно доказать, что те или иные сведения вы обязаны дать, и они никак не могут быть отнесены к свидетельствованию против самого себя и близких родственников. Например, вам говорят, дайте пин-код. Мой ответ сотруднику полиции в России. Пользуясь статьей 51, отказываюсь это делать. Дальше он задает вопрос. Почему? Мой ответ, пользуясь статьей 51, отказываюсь отвечать на этот вопрос. Что может со мной сделать сотрудник полиции? В большинстве случаев будет запугивать, пытать, задерживать. То есть будет делать то, что называется беззаконием, естественно. Если вы вступаете с сотрудником в полиции в дискуссию, спрашивают, а почему ты не хочешь давать пин-код? И вы начинаете с ним вступать в дискуссию, вы заведомо проиграете. Сотрудник полиции, во-первых, он, по идее, имеет юридическое образование. Во-вторых, самое важное, это люди с большим опытом. Они каждый день занимаются тем, чем вы не занимаетесь каждый день. То есть разговаривают с гражданами и убеждают их делать то, что им нужно. И во-вторых, это, как правило, неплохие психологи. То есть не все сотрудники полиции умные, не все образованные, но все они опытные. И своего врага нужно уважать. И относиться к нему с уважением и не недооценивать. Поэтому пин-код вы говорите, если вам вдруг захотелось, чего я вам не рекомендую, вступить в дискуссию с сотрудником полиции. Потому что помните, сотрудник полиции хочет как можно быстрее добиться от вас того, чего ему нужно. В максимуме, в абсолюте, добиться палки, то есть добиться
раскрытия какого-нибудь правонарушения, преступления. А для этого ему нужна жертва, то есть вы. И если вы сотруднику полиции создаете сложности, отвечая, что, пользуясь статьей 51 Конституции, отказываюсь отвечать на этот вопрос, то у сотрудника полиции возникает сразу дилемма. А что же с вами делать? Ну, время идет, ему нужно показания, от него требуют раскрываемости, каких-то натуральных или материальных показателей, извините. Вот. Ну, в смысле, либо денег собрать, либо палку срубить. А вы молчите. И вот тут он начинает. Ну, что он может делать? Если, кроме обычного там запугивания, может вам сказать: сейчас я вам 19.3 вменю. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неповиновение законам распоряжения сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, сотрудников органов, осуществляющих БББ Федеральный надзор и сотрудников СИН или войск Национальной гвардии. Пункт 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, все то же самое перечисляется, в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, ровно воспрепятствованию исполнению ими служебных обязанностей. То есть, первое. Сотрудник любых органов должен быть при исполнении. Понятно, да? Если вы встречаетесь с сотрудником где-нибудь там в булочной, и он, допустим, не оперативный работник, а участковый, и он не на службе, а пришел покупать молоко, значит, его требования незаконные. Ну, в идеале, конечно, сотрудник должен быть в форме. Обычно это всегда говорит о том, что сотрудник при исполнении, ну, понятно. ФСБ не в форме ходит, оперативные уполномоченные тоже не в форме, участковые часто не в форме ходят. Поэтому это не всегда стопроцентное равенство, что в форме значит при исполнении. Иногда бывает при исполнении, но не в форме, но сотрудник должен доказать, особенно когда он по гражданке одет, что он при исполнении. Это раз. Второе. Сотрудник должен доказать, подчеркиваю слово, что его требование является законным. Возвращаясь к статье 51. Требует от вас пин-код. Вы его просите очень вежливо. С сотрудниками полиции всегда нужно общаться вежливо, но не только полиция. Вежливо, но убедительно. Вас как раз будут пытаться вывести на, ну, допустим, на матерную ругань, а это уже хулиганство. Вот. Вежливо спросите, почему я должен считать, что ваше требование законное. Допустим, вы верите, что он при исполнении. Допустим, он по форме одет. Почему дать пин-код от вашего телефона является законным требованием? Пускай он вам немножечко позаказывает. Они этого ужасно не любят. Вы наоборот таким образом выводите сотрудника из равновесия. Ему побыстрее хочется ваш пин-код, и дальше он с вашим телефоном сделает все, что хочет. Там он на вас накопает 100% какой-нибудь материал. А отсутствие пин-кода, ну что он сделает? Ну заберет этот телефон, каким-то образом оформит изъятие. Потом, скорее всего, вы ваш телефон не увидите, но, по крайней мере, им придется потрудиться взломать. Поэтому, кстати говоря, возвращаясь к телефону, помимо пин-кода у вас чувствительные приложения должны быть закрыты отдельными пин-кодами. То есть, чем больше вы усложните сотруднику доступ к Телеграму, к тому же, или к WhatsApp, тем меньше вероятность того, что вас к чему-то привлекут. Но вот на вас сотрудник и давит и говорит: дай пин-код. Докажи, что там законное, что это законное требование. Он, допустим, говорит вам: я знаю, что вы ведете переписку с сотрудниками
украинских спецслужб. Ну знаешь, покажи. Мы к этому вернемся, но в качестве ремарки, все, что касается вас, с этим вы имеете право ознакомиться. То есть, если сотрудник говорит, ну, вряд ли же там сразу вам гостайну пришьют, но если, допустим, сотрудник полиции центра говорит вам, что я знаю, что вы ведете переписку с спецслужбами, ну, хорошо, покажи. Раз знаешь, покажи. Вы говорите, что со мной ведется переписка, дайте почитать ее. То есть идея в чем? За исключением штрафов за нарушение правил дорожного движения, во всем остальном действует презумпция невиновности. Соответственно, если сотрудник говорит, мое требование законно, потому что там, я знаю, есть переписка с тем-то и с тем-то, что является нарушением, там, допустим, каких-то статей российского законодательства, хорошо, давайте я сейчас читаю, что вы мне вменяете, какие нарушения, какая переписка мною ведется. Если я убеждаюсь, что это действительно я, ну, тогда я попробую открыть пин-кодом телефон. С высокой долей вероятности, почти 99%, никакой переписки вам сотрудник не покажет. Он как раз надеется найти любую переписку, которую он будет считать перепиской со спецслужбами, там, не знаю, с геями, лесбиянками, кем угодно, кто сейчас в России, почти все признанные экстремистами, террористами. И это его надежда. У него, если бы была эта переписка, он бы с вами не вел душеспасительной беседы. Он бы вас уже паковал и оформлял бы. Поэтому вежливо дайте ознакомиться. Я имею право ознакомиться с тем, что касается меня. Если он говорит, нет, не имеете, спрашивайте сотрудника. Докажите, что я не имею права. А ты докажи, что я имею право отказать. Ну и, короче, начинается сам дурак, нет, ты дурак. Но суть в том, что время-то тикает, у сотрудника идет время, он должен с вами что-то делать. Если, допустим, ваш сотрудник, кстати, очень общий лайфхак такой, если вам сотрудник начинает тянуть время, допустим, долго оформляет протокол какой-то, ушел в машину, ну, бывает, вы там отстаиваете свои права, допустим, как водитель, у вас забрали документы, вы не можете управлять транспортным средством без водительского удостоверения. И вот сотрудник ушел и полчаса там оформляет протокол, например. Если хотите, можете поинтересоваться у него, почему так долго. Если не хотите, смотрите номер машины, в которой сидит сотрудник, примерно узнаете по своему телефону, где вы находитесь, на каком километре, какой автодороге. Звоните в 102 и говорите, я такой-то, такой-то, нахожусь там-то, там-то, в такой-то машине. Вот, сотрудник в автомобиле, допустим, со специальной там раскраской ДПС. Ну, опишите сотрудника, номер машины, самое главное, скажите такой-то. Вот он у меня там 40 минут назад забрал водительское удостоверение и ушел. И я сижу и жду, не могу получить его. Уверен, в ваших действиях нет никакого состава, никакого преступления, ни лжесвидетельствования, ни клеветы. Вы можете там ошибиться плюс-минус на 10 минут. Вот. Но очевидно, что заполнять протокол в течение 40 минут это просто способ вас наказать. Или наоборот подтолкнуть вас к тому, чтобы вы побежали предложить ему взятку, что уже само по себе уголовно наказуемое деяние. Вот, короче, сотрудник вами манипулирует. А вы манипулируете им. Звоните на 102 и говорите там-то, там-то, то-то, то-то. Уверяю вас, если сотрудник не барыжит, то есть не собирает деньги на трассе, а действительно выполняет свои должностные обязанности на обочине, с ним свяжутся и зададут вопрос. Любви к вам это не добавит со стороны сотрудника ДПС, но, скорее всего, после созвона со 102 вам вернут документы, протоколы и все такое. Но надо быть готовым к тому, чтобы пойти на конфронтацию, а для этого вы должны смотреть мои видео, очевидно. То есть вы, когда знаете, что вот
это можно, и это можно, и это можно, и это может, и какие могут быть последствия. Если вы заранее готовы к тому, чтобы пойти на конфронтацию с сотрудником полиции, вы чувствуете себя более уверенно, этот сотрудник прочитает, и поверьте мне еще раз, они очень хорошо людей чувствуют. Они психологи прирожденные. Поэтому он будет видеть, раз вы ведете себя уверенно, значит за этим есть какое-то основание. И это его будет пугать. И он будет себя вести менее уверенно. Возвращаясь к пин-коду. Вот он вам говорит, это мое законное требование, и вы не смогли, ну, допустим, вы не хотите настолько идти на конфликт с ним. Вот законное требование, там переписка, он начинает вас угрожать закрыть, а вы не хотите этого. Что я вам могу рекомендовать? Первое. Пин-код ввести несколько раз неправильно, телефон заблокируется. Ну, то есть вводите пин-код, то неправильно. Вот каждый раз неправильно. Да пока сотрудник не начнет закипать. Скажите, ну я нервничаю, я переживаю, вы на меня давите, вы заставляете вводить пин-код, я с этим не согласен, вот забыл пин-код. С телефона вы можете попрощаться, скорее всего у вас его заберут. Но если вы введете пин-код, то вас его все равно тоже заберут, как часть материалов по делу. Но еще помимо этого вам еще и пришьют какое-нибудь уголовное дело, найдя какую-нибудь переписку. А сейчас в России можно с кем угодно переписываться, и будет состав уголовного преступления. Поэтому вводите неправильный пин-код, пока сотрудник не бросит попытки вас заставить открыть телефон. Если хороший телефон современный, взломать его будет достаточно тяжело. Отдельно, конечно, должен сказать, что там должно стоять шифрование дисков, в том числе сим-карты, в смысле SD-карты. Вообще лучше хранить всю информацию внутри телефона, а не на SD-карте, чтобы ее нельзя было вытащить вместе с картой памяти. Вот. Ну, для этого он должен быть современный телефон. И чем современнее телефон, тем сложнее его взломать. Вот. Кстати, неизвестно, что лучше ломать. Ну ладно, окей, забыли про телефон. Допустим, сотрудник отказался забирать его с телефона или заставлять его вас открыть с пин-кодом. То есть, сами понимаете, биометрия, Face ID, это вот сразу вы все права отдаете сотруднику. Палец вас заставят прижать, телефон лицом открыть вас заставят. То есть все, что касается ваших биометрических данных, это у вас получат без вашего согласия, вы даже пикнуть не успеете. Поэтому только пин-код. Опять же, графический паттерн хуже, ну, чтобы никто не подсмотрел его. Допустим, речь идет 51 статья Конституции, вот как мой практический случай. Сотрудник полиции вызывает меня на дачу показаний. Я прихожу, весь такой в себе уверенный, читаю, что там на меня, на какое заявление написали. А на меня писали каждую неделю какие-то заявления. Сотрудницы автовокзала Горячего Ключа написали, чуть ли я там не угрожал их взорвать, я их угрожал там всех поубивать. Ну, в общем, написали, что хотели. Полностью. Любую глупость. Ну, вот захотелось им и написали. Кстати, их ни за что не привлекли. А я на них встречный написал, конечно. Но я все это прочитал. Сотрудник полиции дает мне бланк. А я пишу такому-то, такому-то начальнику отдела полиции Горячего Ключа. Заявление. Пользуясь статьей 51 Конституции Российской Федерации, отказываюсь давать показания против себя. Дата, подпись, время. Время под подписью ставить всегда. И дату тоже. Подпись, дата, время — это то, что вы должны делать. Просто подпись не ставьте. Только дата, время и подпись. Только в таком комплекте. Что сделает со мной сотрудник полиции? Заставить меня забыть, что я прочитал? Нет. Процессуальные действия я совершил. Я пришел добровольно, без повестки. Не стал упираться и написал ему, что отказываюсь давать показания. Сотруднику полиции деваться некуда, он это все подошьет в материалы и весело об этом всем забудет.
И он доволен, ну, не очень, но доволен. Он меня опросил? Опросил. Я пришел? Я пришел. Бумажка есть. Заявление отработано. Все, поставил галочку. Вот. Самый простой вариант. Вы, кстати говоря, взять 51 статью Конституции можете в любой момент. Не означает, что вот если вы с самого начала не взяли ее, то потом нельзя. Нет, спокойно общайтесь с сотрудником полиции. Потом в какой-то момент вы посчитали, что то, что вас спрашивают, и вы должны ответить, подпадает под статью 51 Конституции, и вы говорите, я хочу вот взять 51 статью Конституции. Я считаю, что я буду свидетельствовать против себя или своих близких родственников. То же самое касается разговора по телефону. Вообще вот, смотрите, обязанность, еще раз повторю и, наверное, на этом закончим. Обязанность доказать вам, что вы что-то обязаны рассказать сотруднику полиции, и что это что-то подпадает под что угодно, но не под 51 статью, лежит на сотруднике полиции. Он вам должен доказывать. Не вы ему должны доказывать, что вы не верблюд. Не вы ему должны объяснять, что я вот вам не расскажу то-то, то-то, потому что я считаю, что вот это то-то, то-то является свидетельством против себя. А он вам должен рассказывать, что вы ему должны рассказать, и почему это что-то, что вы ему должны рассказать, не подпадает под 51 статью Конституции. Вот какой подход. Ну, естественно, сотрудник полиции вам задает вопрос, потому что он понятия не имеет, что вы ему можете рассказать. Или очень смутно это имеет. Не в той степени, чтобы вас заставить ему, убедить вас в том, чтобы что вы это должны рассказать. Поэтому он, скорее всего, от вас отстанет. 19.3. Неповиновение, да? Первое, сотрудник должен быть при исполнении. Второе, самое важное, он вам должен доказать, что его требования законные. Понимаете? Не просто «я требую», расскажи мне, что, с кем ты переписывался и о чем. Нет. Он должен конкретно сказать, что вот тогда-то, тогда-то, с этого устройства, под именем таким-то, там, допустим, Вася Пупкин, в таком-то мессенджере вы переписывались с гражданином Ивановым Иваном Ивановичем 76-го года рождения. И вы ему написали то-то и то-то. Или вот примерно хотя бы что-то, что вы ему написали. Но он должен доказать, что это именно вы были. Я же надеюсь, вы не делаете глупости и не сидите в социальных сетях под собственными именами, собственными лицами, аватарами. Вы же понятия не имеете, что завтра будет признано незаконным. То есть сегодня вы писали там какому-то своему другу: ой, мне нравится фильм «Горбатая гора», прекрасная музыка, трогательный сюжет. А через неделю выясняется, что слово «нравится» по действующей российской нормативной базе, законам, приравнивается к пропаганде экстремизма и терроризма и чего-то там еще. Вот, поэтому телефон не давайте, только пин-код, никаких Face ID. На любой вопрос сотрудника полиции 51 статья. Это основное. Конституция – это закон прямого действия. Желательно, чтобы он у вас был на телефоне, чтобы вы его скачали себе в виде какого-то файла, PDF или картинок. Если какой-то сотрудник полиции от вас что-то требует, лучше всего сказать, что я пользуюсь 51 статьей. Если сотрудник полиции настаивает, прямо открыть ее и зачитать ему. Если сотрудник полиции продолжает настаивать, во всех случаях рекомендую. Вот вы не должны вестись на провокации сотрудников полиции. Воздерживайтесь от этого. Не спорьте с ним. Зачем? Вот вы ему сказали, он вам сказал. Он обостряет, чтобы вас на чем-то поймать. Допустим, на матерной ругани, и потом уже пойди докажи, что вы не ругались. Вообще, на самом деле, сложно доказать, что вы не ругались, поэтому правило номер 0, вообще вот супер базовое правило.
Видите, что с вами начинает общаться сотрудник полиции, включите диктофон на телефоне. В этом случае вы его включили, ну, конечно, сотруднику полиции не говорите, не делайте глупости, что вы включили телефон на запись. Это супер глупость. Потому что если сотрудник будет знать, что вы его записываете, он, во-первых, себя будет вести по-другому и не будет допускать каких-то обычных для него ошибок. Ну, допустим, будет с вами разговаривать грубо, будет вам угрожать. Это же все в вашу пользу. То есть любые ошибки сотрудника полиции, они в вашу пользу. Если вы сотруднику полиции скажете, что вы включили телефон на запись, он будет вежлив с вами. Но он уже начнет вас жутко не любить, и все-таки он более опытный, чем вы. Он найдет возможность вас задушить, каким-то образом, фигурально выражаясь, к чему-нибудь вас подвести. А вот если вы его записываете и молчите об этом, даже если вы телефон, потом у вас телефон этот изымут, ну, на каком-то основании законом, запись-то все равно сохранится. И вы, зная, что там есть запись, можете потом требовать, допустим, если вас к чему-то привлекают, чтобы эту запись с телефона изъяли и приобщили к материалам дела, например. Вот. А лучше, чтобы у вас был такой диктофон, который пишет в облако, то есть через интернет. И вы могли дома бы прослушать эту запись, если у вас телефон изымут. Ну, телефон не изымают в каждом первом или втором случае, поэтому записывайте запись, делайте запись на всякий случай, как раз для того, чтобы вам не вменили мелкое хулиганство, то есть матерную ругань на улице. Очень любят сотрудники подводить: а мы вам не мстим, а мы вас типа вам не угрожаем. Вот мы слышали, что вы ругались матом. И докажи, что ты не верблюд. Но если у вас есть диктофонная запись, вы со спокойствием удава позволяете, обязательно позволяйте сотруднику оформить на вас материалы по мелкому хулиганству. Разрешите сотруднику пройти все этапы. И когда он уже все вас полностью победил, как он думает, вот тут вы ему говорите: а я хочу оформить заявление. Когда он завершил процессуальные действия с вами, вы ему говорите: а я хочу оформить заявление. Какое заявление? Я хочу оформить заявление, что я не ругался матом в общественном месте, или там не плевался, или еще как-то не выкинул окурок, не распивал алкоголь в общественном месте. А чем вы докажете? А вот у меня есть запись на телефоне. И вы оформляете заявление. То есть вам нужно сделать так, чтобы сотрудник на вас потратил кучу времени, и вы его поймали на ошибке. Эта ошибка, любые ошибки сотрудников полиции в вашу пользу. Ну вот, пожалуй, все. Из общих подходов. 51 статья Конституции – это ответ почти на все вопросы сотрудника полиции. Как вас зовут? Ну, скажите, что вас зовут. Так-то, так-то, живете вы там-то. И такого-то года рождения. Допустим. Ну так, чтобы совсем уж не вызывать его на конфликт. А вот номер телефона не сообщайте. Не помню. Вы перенервничал, испугался вас, товарищ полицейский, забыл номер телефона. Все, то есть я бы, ну, в принципе, можно, конечно, лбом упираться и говорить: нет, я вам не скажу, как меня зовут, 51 статья Конституции. Но это лишний конфликт, не нужно. Скорее всего, сотрудник полиции уже примерно знает, кто вы. Если вас единственно там на улице не выцепили, вы идете мимо и вас хотят по уголовному делу пришить. Допустим, как Кладмана. Ну, в этом случае, может быть, стоит поупираться. Ну, хотя, с другой стороны, ну, скажите, как вас зовут и где вы живете. Дальше что? Ну, что он с этими сведениями сделает? Запишет себя в листик куда-нибудь, в блокнотик. А дальше, без номера телефона, он с этими сведениями может только присылать вам какие-то повестки. Повестку еще надо оформить. А вот если вы ему сообщаете номер телефона, тут у него уже свобода действий. Он сможет вам звонить, он сможет вам смс отправлять, в мессенджерах писать. То есть все свобода действий. И главное, что он сможет с вами сделать, он сможет вас пробить по базам данных по этому номеру телефона. То есть собрать на вас сведения, негласно, без вашего согласия. Вот, поэтому, чтобы сильно не обострять,
Хочет сотрудник узнать, как вас зовут, и вы, вот, допустим, видите их трое, а вы один, у вас свидетелей нету рядом с вами. Скажите, как вас зовут и где вы живете. А дальше уже все. С вопроса про номер телефона 51 статья Конституции. Что ты здесь делаешь? 51 статья Конституции. Любишь ли ты Россию? Да, я люблю Россию, потому что эти сведения не связаны с вами.